Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вы снова на Зеркальном Таро, за что вам спасибо большое. Не забудьте прямо сейчас подписка, лайк и комментарий. Это ваша мне благодарность за мой труд. И я предлагаю сейчас такое гадание. Я выбрала вот несколько мужчин. И сейчас мы рассмотрим их к вам отношения. Так, у нас есть здесь молодой мужчина. У нас есть мужчина средних лет, да, средний возраст, постарше у нас есть мужчина. И у нас есть мужчина официальная персона, то есть это может быть начальник, либо, допустим, может вы обращаетесь куда-то сейчас, у вас есть какие-то дела с кем-то, деловой какой-то контакт, да, пусть этот человек будет у нас деловой контакт. И сейчас мы будем рассматривать вот отношения этих мужчин к вам и перспектива. Хорошо? Так, вот я сейчас вытащу. По одному мы рассмотрим каждого. Вы подумайте, кто у вас есть кто. Итак, первый, кого мы рассмотрим, то у нас будет мужчина, ну, золотых таких лет, золотое сечение, да, то есть это там 30 и, допустим, я не знаю, там, допустим, 45, да, или 50, как хотите. 30-40, вот так можете. Так, давайте будем смотреть. Вот эту колоду приготовила. Что он к вам чувствует? Что он о вас думает? Какие у него планы и намерения? У кого мужчина вот таких лет? Это может быть ваш любимый человек. Это может быть ваш муж. Да? Для кого-то это может быть любовник. Так, смотрим. Чем он занят на сегодняшний день? У него в голове встреча с вами есть. Желание большое, но и большой страх. Страх перед кем? Он что, женат? Перед кем ты? У тебя страх перед кем? Перед миром? Перед людьми? Так, здесь, возможно, мужчина женат, да? И какие-то могут быть как тайные встречи. У него есть страх. Но еще может быть, знаете, какой страх? Страх потерять свою уверенность в жизни, свою опору, то есть свои доходы, допустим. Но женщину-то он любит. Вот если вы рассматриваете такого мужчину, у него есть к вам чувства, но ваши встречи, ваши чувства, оно объято какими-то переживаниями, волнениями и страхами. Так, у него еще есть страх. Кстати, возможно, у вас есть мужчина, и тогда это ваш, ну, как бы, такой тайный поклонник, может, так еще есть. У него еще есть волнение, скажем так, чтобы возле вас не оказался какой-то человек, который станет вашей парой. То есть здесь отношения показаны, ну, явно такие проблемные. Они есть, но они проблемные. Ну, давайте посмотрим перспективу. Перспектива. А здесь будет принятие решения. А кто будет принимать решения? Это два старших аркана вышло, видите? Это надо же, да? Так, два туза. Однозначно идет впереди принятие решения. Кто будет это принимать решение, я пока не вижу. Я сейчас попытаюсь это узнать. Но оно будет каким-то как бы правильным, справедливым. Понимаете, вышла карта справедливости и даже страшного суда, карта суда. Но тут твердое будет приниматься решение. К примеру, быть дальше, быть вместе, не быть вместе, да, вот такой момент. Так, кто будет принимать это решение? Смотрим. Пентакль. Тут у кого сила в руках, да? Решение это будет принимать тот человек, который в паре больше у него власти. Понимаете, если мужчина считает, что он рулит, да, сегодня встретимся, завтра не встретимся, то он и решение будет принимать. Если женщина властвует в этой паре, то она будет принимать решение. То есть что-то будет меняться в этой паре на будущее. Но здесь показано, что есть шанс, вы знаете, у этой пары, вот именно у этой пары, которую мы рассматриваем, есть шанс на, можно сказать, шикарное будущее. Вот так. Видите, тут семья, пентаклевый туз. Хотя здесь вышел и мужчина тоже с мечом, да? То есть он тоже не будет идти, знаете, как ослик. Как мне скажут, так я и сделаю. Но, тем не менее, все равно, главная сила, я вижу, что в руках будет у женщины. Большие шансы, которые, я думаю, что вы все-таки используете. Так, это мы посмотрели, этого мужчину. Давайте дальше. Кого мы сейчас рассмотрим? Кого? И вот этот. О, мужчина номер один. Ну, это у нас молодой мужчина, девочки.
Это молодой мужчина, как для молодой девушки, женщины, так и для постарше, да. Это все, как бы, любовь не знает границ, тем более возрастных. Так, этот мужчина. Загадали? Что он думает и чувствует на ваш счет? Вышла карта смерти. У нас трансформация, конечно. То есть он сейчас в каких-то трансформационных переменах. Чутко вышла женщина старшего возраста. Женщина старшего возраста побеждает. Когда никто не верит в эту победу. Слушайте, идет такой момент, что если вот у вас пара мужчина моложе, а женщина старше, эта женщина мужчину настолько привлекла к себе, что люди будут парой. Этот мужчина рядом вот станет реально номер один. Поняли? Здесь женщина, которая вообще не обращает внимания на пересуды какие-то, ей это все равно. Она как бы считает, что это все ниже ее достоинства, вникать, кто там что говорит, кто завидует, кто что. То есть у этой пары большая-большая перспектива, вот так скажу. Выигрывает от этого женщина, так вот показано. Так, а теперь давайте посмотрим для ровесников, да, потому что здесь четко пара разница в возрасте. Для ровесников, если вы оба молоды. Так, подвисшая ситуация, то есть что-то непонятки какие-то идут, башня, дорога к мечте и туз. Так, ну здесь, смотрите, долгое время, возможно, не было общения, расставались люди, но очень есть большая мечта к встрече. Может от мужчины исходить, может от женщины, но в любом случае эта встреча произойдет, она будет очень такая приятная, интимная, может быть в ночное время, но не обязательно. Это еще может в принципе показывать дорогу, да, может еще показывать дальнюю дорогу, если мужчина приедет издалека. Вот, ну ваша пара тоже какой-то тут стресс пережила, вот, и тоже у нее шанс, ну поймите, да, ну что это такое? Так, этот мужчина, которого сегодня загадали женщины, он у всех шансовый. Вот и все. У вас с ним все получится, если вы этого будете сильно очень хотеть. Так, и сейчас у нас тут остался официальный мужчина и постарше. Да, официальный, то есть постарше попозже мы посмотрим. Официальные, девочки, начальство, деловые отношения. Может, вы что-то заключить договор хотите с кем-то, да? Вот, что за человек, давайте посмотрим. Либо обращайтесь куда-то, кто-то в суды там ходит, обращается, да, юристы, адвокаты, вот это все. Так, для кого-то доктор может быть показан. Давайте посмотрим его к вам отношения. Ну, по крайней мере, здесь так скажу. Отношение его к вам начиналось как бы со знаком минус. Ну, потому что пятерочка, вот эта пентаклевая, это карта бедности. Бедность это всегда как бы плохо, это минус, да. Но сейчас и в дальнейшем ваши отношения, то есть отношения этого мужчины к вам перейдут на самый прекрасный высокий уровень. Скажем так, если у вас деловой контакт, то, возможно, сначала он ваше предложение, вашу ну, какую-то мысль он для себя не принимал, да, думал, мне это не надо, мне это не интересует. Вот, к примеру, может быть, это как ваш покупатель, вы продаете там недвижимость, да, но в итоге он передумает, как видите, да, и пошли большие денежки, большие шансы, большая удача, это для вас, потому что мы смотрим его к вам отношение, оно будет меняться очень сильно со знаком плюс. Если мы смотрим начальника вашего, да, то, опять же, в начале, может быть, он вам, ну, предложил очень маленькие денежки, потом посмотрит, что вы умеете классно работать, что вы супер, да, и будет очень хорошо и щедро вам платить. В общем, любой деловой контакт у вас перейдет со знака минус почему-то в знак плюс. Вот почему был минус, ну, как бы другой вопрос. Главное, что перейдет в знак плюс. То есть все будет здесь положительно у вас с официальным мужчиной развиваться. Так, это у нас, понимаете, если бы было плохо, я бы еще дальше раскладывала. Но если все хорошо, ну и ладно, да, что там уже рассматривать. Хорошо и хорошо. Так, если, допустим, это адвокат ваш, значит, он для вас добьется, у вас там суды, может быть, да, самого лучшего, что вы получите желаемое. И у нас остался мужчина здесь, который постарше. Вот, кто это такой для вас, подумайте тоже. Загадайте, мы посмотрим. Его к вам отношения. Может, кто-то смотрит любимого человека, а кто-то смотрит, может быть, своего родного человека, кто постарше, да? Его отношение к вам.
Ну, у него прекрасное отношение к вам. Значит, если это ваш родной человек, он вас очень любит, он рад вашим встречам, вашим контактам, вашим разговорам. Если это ваш любимый человек, все то же самое. Вот очень любит побыть с вами вдвоем, поговорить, пообсуждать что-то. Возможно, вы переписываетесь, да, общение идет такое. Но этот человек, вот прямо, можно сказать, очень душевно к вам относится. Вот так бы я сказала. Так, никаких подвохов, ничего такого плохого нету. Так, давайте тогда посмотрим. Отношение у него хорошее к вам. Ну, перспективы посмотрим. Для кого-то же это все-таки любовные отношения, правильно? Перспектива на будущее с этим мужчиной. Просто он старшего возраста. Так. Здесь вот надо подумать. И давайте мы будем думать. А знаете, что он боится? У него есть огромная неуверенность. Вот именно мы рассматриваем как этого мужчину, как он ваш любимый, да? Или который любит вас. Он очень боится конкуренции. Смотрите, вот с двух сторон вышло у нас два рыцаря. Это мужчины, которые моложе его. А вот на чем как бы базируется он сейчас? Это неуверенность в себе, это какое-то разочарование. Ну, расстроен он, допустим, да, что он уже не в такой силе, как был раньше. Вот. Может быть, даже не считает себя там успешным по вот этой карте, может быть, и это тоже его расстраивает. Но здесь все-таки больше удар на то, что вот на молодость, да, что он очень расстроен, что у него много конкурентов. И эти конкуренты молодые. Два рыцаря вышло у нас. И вот это его очень сильно расстраивает. То есть он в себе как бы не уверен, если мы рассматриваем его как любимого человека. Тем не менее, перспективы смотрим. Если женщина захочет, 2 девятки. Если женщина захочет, то какие будут перспективы? А здесь действительно выбор за женщиной. Смотрите, женщина может здесь выбрать даже и брак с этим человеком, потому что вот у нас иерофант вышел, да, а это у нас уже благословение. То есть, может быть, и захочет. Тут как бы выбор за женщиной. Но для кого-то женщина действительно его не выберет. Это такое, есть такая перспектива, что вмешаются какие-то помоложе мужчины, может быть, даже реально одновременно будет два знакомства, да, и, возможно, женщина выберет вот этих, кого-то из этих молодых мужчин. Вот, видите, у нас прямо пошло как бы 2 веточки, 2 разветвления. Здесь вот у нас со знаком минус, нет, а здесь со знаком да. Но если здесь вот женщина выбирает да, смотрите, она будет очень довольна. Очень довольна. 9 кубковая — это море удовольствия, да. Каждый кубок обозначает какую-то тоже свою радость, да. Это, допустим, приятное, прекрасное отношение у человека к вам, уважение, да, забота о вас, удобство, да, комфорт, там, хорошая какая-то жизнь он может предложить, допустим, да, это все как бы то, что очень будет радовать и наполнять женщину. Поэтому перспектива есть для тех женщин, кто реально просто выберет именно этого мужчину, а не позарится, пойдет на более молодых мужчин. Ну, вот такое у нас короткое гадание. Посмотрю на ваши лайки, насколько вам понравилась тема. Вот то, что я выбрала. Может быть, кого-то не интересуют мужчины. Часто мне пишут опять про мужчин. Ну как же, ну как же. Это же такая огромная часть нашей жизни, да. Почему же о них не поговорить? Всех люблю и обнимаю. Спасибо за то, что вы со мной. Прямо сейчас лайк, комментарий, подписка. И до новых встреч. Пока-пока.